Приветствую всех на моем канале Петельки из Амстердама. Все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц. И сегодня мы попробуем с вами разобраться с еще одним узором, который в этом сезоне был использован на многих моделей у Брунелло Кучинелли. Вот я сейчас вам выставлю несколько фотографий, вы посмотрите, там есть и кардиган, и топ отдельный, даже связано худи этим узором. Вот, поэтому я решила попробовать с ним разобраться, что у меня получилось, вы сейчас увидите. Может быть, как бы не стопроцентное попадание, но тем не менее, вот этот узор, который у меня получился, он, я думаю, достоин того, чтобы как бы пуститься в собственное плавание. Вы можете вязать этим узором тоже и кардиганы, и такие вот летние всякие уже изделия, которые вы готовите, какие-нибудь такие дырявые топы, все что угодно, да? Вот поэтому я вам расскажу, как вяжется этот узор, а уже вам судить, получилось у меня или не получилось. Итак, мы, значит, я возьму спицы, и мы на маленьком образце мы с вами покажем, то есть я вам покажу, как я это вязала, и вместе будем разбираться. Значит, раппорт этого узора всего 4 петли и 2 ряда. Поэтому я сейчас возьму вот ниточку, наберу количество петель кратное 4. Значит, много не буду набирать, 2-3 раппорта, чтобы просто вам показать, да? Значит, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, и 1, 2, 3, 4, 3, ну еще один, 1, 2, 3, 4 и кромочная. Да, вот я набрала 20 петель и по одной кромочной с каждой стороны. Сейчас я провяжу просто 2 ряда лицевой в одну и в другую, чтобы, ну, как основа у меня была, вот как здесь. И потом мы начнем с вами вязать уже узор. Сейчас я провяжу эти быстренько 2 ряда, и потом мы с вами опять встретимся. Ну вот я провязала 2 так называемых установочных ряда, и теперь мы перейдем к самому узору. Значит, первую кромочную я снимаю. Потом вот 4 петли нашего раппорта. Перед я сделаю накид. Потом я беру 2 петельки вместе, их провязала, сняла со спицы и одела назад эту петельку на левую спицу и провязала ее еще раз. Потом можно снять. Потом делаю накид. Опять 2 петельки вместе. Я их провязала, сняла со спицы. Опять одела назад эту петельку и провязала ее еще раз. Вот у нас 4 петли нашего раппорта, но не считая кромочной. Теперь мы что делаем? Мы возвращаем 3 петельки обратно на левую спицу и провязываем вот эти 3 петельки вместе одной петлей и снимаем ее. Потом одеваем ее назад, и теперь из одной провязываю 3. Все, у нас вернулось наши 4 петельки нашего раппорта, не считая кромочной. 1, 2, 3, 4. Теперь следующий раппорт. Опять я делаю накид. Значит, 2 петельки провязываю вместе, снимаю со спицы, и эту петлю одеваю назад на левую. И опять провязываю ее еще раз лицевой. И теперь снимаю. Дальше делаю накид. Следующие 2 провязываю их вместе, снимаю петлю, одеваю назад и провязываю ее еще раз. Теперь мы возвращаем назад на левую спицу наши 3 петельки. 1 петля, 1 накид и 1 петля. Всего 3. И вот эти 3 петельки мы теперь провязываем еще раз вместе, снимаем со спицы, возвращаем эту петельку на спицу и теперь провязываем из одной 3. Вот еще один раппорт. Опять у меня 1, 2, 3, 4 петли. Дальше накид. Опять из 2 я провязываю
одну, снимаю и возвращаю ее на спицу. И провязываю ее еще раз. Потом делаю накид. Из 2 петель провязываю одну, снимаю, возвращаю на спицу и провязываю ее еще раз. Теперь 3 петельки возвращаю назад на левую спицу и провязываю их 3 вместе. Снимаю, возвращаю ее назад и из нее провязываю 3. Дальше накид, 2 петельки вместе, сняла, вернула на левую спицу и еще раз ее провязала. Накид, 2 петельки вместе, сняла, вернула назад, еще раз провязала и теперь возвращаю назад 3 петли и провязываю их вместе, снимаю со спицы, возвращаю эту петельку назад и из нее провязываю 3, 1 петля, накид и 1 петля и кромочная. Кромочную можете вытянуть подлиннее, потому что у нас вот мы провязали всего 1 ряд, а он получается довольно высокий за счет того, что мы по несколько раз провязываем 1 петельку, да, и поэтому кромочную тоже вот так вытягивайте повыше, чтобы она у нас не стягивала край. Это у нас был 1 ряд. Теперь мы разворачиваемся и вяжем 2 ряд. Значит, кромочную я снимаю. И теперь мы смотрим. Вот наш раппорт. Вот наши 4 петли. 1, 2, 3 и 4 с накидом. Значит, я первые 2 провязываю изнаночной. 1, 2. Потом я делаю накид. И вот эти 2, вот с большим длинным накидом и последней петлю я провязываю вместе изнаночной. Все. Опять 2 изнаночные. Накид, и вот эти 2 изнаночные я провязываю вместе 1 петлей. Опять 2 изнаночные. 1, 2. Делаю накид и 2 петельки провязываю вместе. И последний раппорт. 1, 2. Накид. И провязываю 2 петельки вместе изнаночной и кромочной. И кромочную мы подтягиваем повыше, да? Вот мы связали с вами 2 ряда нашего раппорта. И вот что у меня получилось. Значит, этот узор нужно вязать и по кругу. Значит, во 2 ряду вы тогда будете начинать вязать сначала 2 лицевых вместе, вот с большим накидом, потом сделайте накид и 2 лицевых, опять 2 лицевых вместе, накид и 2 лицевых, и у вас все время должно оставаться в раппорте 4 петли. Вот еще раз на что я хочу обратить внимание, вот сейчас все мы дальше уже вязать не будем, но я вам покажу, на что надо обратить внимание. Значит, кромочную я снимаю. И очень важно, не забывайте в начале всегда делать накид. Потому что его забудете, тогда у вас все пропадет. Число петель будет уже не соответствовать нужному. Да? Значит, сейчас мы провязываем, вот смотрите, опять 2 вместе. Возвращаю на спицу и еще раз ее провязываю. Делаю накид, опять 2 вместе. Возвращаю на спицу и провязываю еще раз. Теперь я возвращаю на спицу 3 петли, их провязываю вместе и возвращаю. И потом из этой петельки мы провязываем 3. Лицевая, накид, лицевая. Вот у нас раппорт связан. И продолжаем так дальше. Накид и вяжем эти 4 петельки. В принципе, вот узор получается красивый. Я думаю, что если его вязать из хлопка, будет еще получше, потому что он будет больше держать форму. Да? Вот когда вы начинаете, видите, мы сейчас начали уже 3-й ряд, уже вот как бы это все соединяется, и видно, что получаются такие вот небольшие вот
как бы треугольнички, то, что должно быть. Ну вот это все, что я сегодня хотела вам показать. Надеюсь, что вы не будете на меня ругать, если вдруг я не совсем угадала с узором. Тем не менее, я очень старалась. И я думаю, что вот этот узор тоже вам пригодится. На сегодня все. Пока-пока. С вами была Светлана.